Всем привет, кто заходит, привет. Сейчас посмотрю в телефоне, начался ли эфир. Всем привет, кто заходит. Начался. Привет, 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 заходите все на эфирчик. Давайте с вами будем потихоньку начинать. Я буду доставать карты из мешочков. Сейчас свечку сначала зажгем. Не горит. Сейчас свечку зажгем и будем начинать. Ирина. Добрый вечер. Подсказка на всех колодах. Начался. Спасибо. Сейчас будем подсказки смотреть. Вот у нас свечка. Сейчас я ее поставлю. Стороночки здесь. Так вот. Ну что, камера пришла. Вот. Как ваши дела? Вот камера сломалась вроде бы, как бы, да, на компьютере. Вообще не работала. Темный экран. Не могла ни по скайпу с папой поговорить, ничего, вообще ничего видно не было. Пришлось заказать камеру. Камера пришла вчера. Я как сын у меня установил. Я все сделал. Теперь с новой камерой. Посмотрим сегодня. Вот. Так что такие изменения. Перестала работать техника и сразу паника. А что делать? Я эфир уже собралась на прошлой неделе вести. Смотрю, все никак невозможно. YouTube тормозит, работает только на мобильном интернете. Насчет YouTube, поздравляю с покупкой, спасибо. YouTube, в общем, да, в эфире это не скажешь, я даже думаю, как бы сказать-то. В общем, он будет работать с после определенных действий, как бы вот. Так он, да, не работает толком. Вот. Здравствуйте, Оксана Черри, здравствуйте. Всем привет, девчонки. Ирина, Аннет, всем привет. Давайте будем смотреть подсказки. Вот. Эта камера почетче, мы уже проверили. Эта камера получше, почетче, но насчет фокусировки, она фокусируется только на текстовых объектах. Если я вам буду показывать свои браслетики, например, вот которые я делала, да, вчера сидела, делала браслетики, он не фокусируется. Ну, как бы, я не знаю, он не где тут камера-то не фокусируется, вот. Ну, может, фокусируется. Вот. Как бы. Но на тексте он фокусируется, вот это как бы все. Что за покупка, Лидик? У меня камера же сломалась на прошлой неделе, я же писала, поэтому эфира не было. Теперь вот вчера камера пришла. Вот. Но на тексте он фокусируется хорошо, так что, думаю, вам будет видно. Давайте начнем. Работает только на мобильном интернете, да, интернет. У меня у папы тоже ничего не идет, ничего не работает на компьютере, он весь тоже не знает, что делать. У всех так, у всех проблемы с интернетиком. Так, подсказка на всех. Давайте для Ирины начинаем. Подсказки. Подсказки. Для Ирины подсказка. Смотрим. Не поддавайтесь соблазну. Так, что там у вас за соблазны? Сейчас я тут немножко переставлю, все передвину. Вот такая первая у вас. Не поддавайтесь. Блин, теперь надо искать эту камеру. Раньше проще было. Не поддавайтесь соблазну. Видите, фокусируется нормально. Кто-то вас там, Ирина, будет соблазнять, или какая-то ситуация, или предложение, или покупочку. Ну или... Так, для Ирины подсказка. Подсказка. Негативный опыт – это тоже опыт. Ищите плюсы и делайте правильные выводы. Опытом вас будут награждать. Какой-то опыт будет в вашей жизни. Так, для Ирины смотрим. Подсказочка. Если не сейчас, то когда? Не медлите. Видите? Если не сейчас, то когда? Делайте все прямо сейчас. Можно мне тоже подсказки? Оксана Черри, можно, просто пишите подсказки. Подсказки на всех. А, поняла, Лидик пишет.
Так, для Ирины подсказка. Следующее. Обнимашки. Тебе нужны обнимашки. Обнимайся. Ирина, обнимаемся. Ну, там обнимите, кто рядом, может быть. В общем, обнимашки вам нужны. О, это очень приятно. Это очень приятно. Обнимашки. Так, для Ирины послание из будущего смотрим. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Вот на такой колоде смотрим. Видите, все у вас будет замечательно. Это очень хорошо. Супер. Спасибо, Ирина. Подсказочки. Подсказки, объятия очень хорошие. Давайте будем смотреть для Аннет. Аннет, подсказка. Дайте себе отдохнуть. У вас, видимо, неделя сложная выдалась. Дайте себе отдохнуть. Поспите побольше. Послание из будущего, да, суперское у вас, Ирина. Очень классное. Вдохновляет. Для Аннет смотрим. Для Аннет послание. Так. Не нужно быть хорошей для всех. Помните, что вы всегда самое лучшее, даже если у кого-то другое мнение. Видите? Это так и есть. Не нужно быть хорошей для всех. Это нереально, и это не нужно даже. У меня, кстати, появились комментарии на компьютере. Вообще супер. Благодарю. Вам прекрасную неделю. Успехов и удачи. Ирина, вам тоже прекрасной недели. Спасибо, что зашли на эфирчик. Все, кто заходит, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Или напишите просто комментарий под видео. Мне тоже будет приятно. Давайте посмотрим следующее для Аннет. Подсказка следующая. Ой, смотрите. Выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. У вас какие-то перспективы ожидают, видите? И вам, чтобы легче идти, нужно выбросить все лишнее. Не знаю, что-то нужно пересмотреть. Может, вещи какие-то дома перебрать. Не знаю, что это значит. Так, дальше смотрим. Для Аннет смотрим. Прости обиды, никаких сожалений, стыда или чувства вины. Прости обиды, пусть все это побыстрее уйдет из твоей жизни. Ну вот, смотрите, здесь вот вам расшифровка. Получается, предыдущего послания, что нужно выбросить из своей жизни, простить обиды, вот это вот оставить позади. Что нужно вот простить и забыть. Идти дальше. Так, для Аннет послание из будущего. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Идите скорее звонить. Позвоните. Позвоните тому, о ком вы подумали. Благодарю, Аннет, вас тоже. Оксана Черри. Вам подсказки сейчас будут. Оксана Черри, подсказка. Не поддавайтесь соблазну. Не поддавайтесь соблазну. Вы, наверное, вместе с Ириной там что-то хотите купить или что-то там сделать, да? У Ирины тоже такая же подсказка была. Что, Оксана Черри, не поддавайтесь соблазну, вас будут соблазнять на этой неделе. Оксана Черри, вам подсказка. Пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Видите? Какие-то, может быть, установки у вас. Что-то такое. В общем, пересмотрите, что там вам мешает, что лишнее. Аннет, благодарю. Да, благодарю. Так, Оксана Черри. Прекрасно. Оксана Черри, следующая подсказочка вам. Существуют только те ограничения, которые вы придумали себе сами. Вот это вот расшифровка предыдущей тоже. То есть вы то, о чем вы думаете, не ограничивайте себя. Ваши мысли. Оксана Черри, вам послание. Ну, то есть подсказка. Испытания. У каждого в жизни свои испытания. Сейчас пришла твоя очередь. Соберись, ты с этим справишься. Вы справитесь. Вам дадут испытания, дадут силы, чтобы пройти это испытание, чтобы все решить. Точно, да. Так, и смотрим послание из будущего для Оксаны. Ой, перестань искать себя, создай. Расслабься и представь идеальный образ себя.
детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь, чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом. Начни создавать себя прямо сейчас. Как бы вот говорят, все в ваших руках, действуйте. Такие были у нас подсказочки. Сейчас будет общий расклад, да, будем смотреть 10 посланий из будущего, пока подсказ никто больше не просит. Как бы все получили, сейчас будем послания из будущего смотреть. Я сейчас напишу только в чат. Благодаря, Оксана, вас тоже. Так, сейчас напишу. Ой, нос чешется. 10 посланий из будущего. Общий расклад сейчас будет. Сейчас я тут кое-что сделаю. Забыла. Подсказки загадывать цифры будут. Сейчас я выложу информацию. Если кому-то нужно будет вопрос, я закреплю ссылку. Почему-то не сделала, забыла, как всегда. Вот здесь вот будет у нас 10 посланий из будущего. Вы можете загадывать одну или там две цифры, сколько хотите, да? Ну, не 10, наверное, только, а то что-то вы запутаетесь тогда. Не будете понимать, куда их применять. Вот у нас будет 10 посланий. Можете загадать цифры от единички до 10. Можете две цифры, можете одну цифру загадать. Ну, то есть, сколько вам надо. Может, на разные ситуации. Или просто на послание на сейчас. В данный момент, что вам больше всего нужно услышать. Вот. Давайте будем смотреть. 10 посланий. Единички. Смотрим. Единички. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Это вам во благо. Что-то, ну, то, что происходит, это нужно, как бы должно случиться. Двоечки. Двоечки, стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Что это вы там хотели сделать? У меня сразу такое, на ночь покушать, на ночь. Троечки. Ой, тройки, не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Если вас кто-то обижает, перестаньте общаться с этим человеком, чтобы он не делал вам больше больно. Четверки. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Четверки. Так, пятерки. Найди время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. У вас стресс, в общем, нужно отдохнуть, переключиться, да? Может, погулять. Пятерки. Этот человек не враг тебе. Дай ему возможность доказать это. Так, шестерки. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Так, это у нас были шестерки, да? Семерки, сейчас семерки. Не зацикливайся, отпусти ситуацию, все разрешится наилучшим образом. Ой, вообще крутяк. Отпустить ситуацию, да легко, пусть все разрешится наилучшим образом, да? Классно у вас семерки. Так, семерки, давай восьмерки. Уделяй сну и отдыху больше времени, тебе нужно восстановить силы. Ой, вам нужно поспать, отдохнуть, набраться сил. Девятки. Ой, позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Девяточки, вам нужно кому-то позвонить, кто-то скучает или нуждается в вашем внимании. Десятки. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Вот, хвалите себя, награждайте себя. Может быть, чем-то вкусненьким, может быть, что-то купить себе такое приятное, что вы хотели, какую-нибудь мелочушку, но вам это нравится. Как вот я долго-долго хотела и наконец купила себе этот камушки, те, которые я хотела. Они просто дорого стоят, вот эти вот натуральные камни, чтобы покупать. И сделала браслет, я этого давно хотела. Ну, то есть они такие большие камни, видите, крупные. А у меня они, ну, как бы обычно вот маленькие. Ну, как бы видите разницу. Маленькие дешевле стоят. А крупные, они дороже стоят. Ну вот я решила все-таки купить крупные, мне так захотелось. Вот.
Так что вот, я люблю браслетики-то, ну у кого что, кто что любит. Поэтому смотрите по себе. Так, давайте пока посмотрим общий расклад. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Там будут 3 позиции. Так, наверное, надо написать, да, общий расклад, что будет сейчас. Так, сейчас напишу вопрос, что делать и не делать. Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Вот. Так что сейчас будет общий расклад, давайте будем смотреть. 3 позиции, загадайте 1, 2, 3. Единички. Что делать, чтобы неделя была хорошая? И что не делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, смотрите, что делать, чтобы неделя была хорошая. Делать всякие приятности. Больше себе приятных каких-то вещей делайте. Думайте о себе, о своих чувствах. То, что доставляет вам удовольствие. Общайтесь с позитивными людьми, с которыми вам классно, с которыми вы можете и чай попить, и пообщаться, и вот как бы, ну, с которыми вам хорошо, приятно. Вот тут вот общение такое, встречи, посиделки, так, вот такое вот. Общайтесь с приятными людьми, в общем, и доверяйте своей интуиции. Делайте то, что вы любите, то, что вам приятно. Что вам не нужно делать, не нужно заставлять себя следовать какому-то плану, или там, что нужно вот так сделать, а что люди подумают. В общем, вам плевать должно быть на это, эту неделю. Вот. Думайте только о своих чувствах думайте, а вот все остальное это все ерунда. Эти правила это ерунда. Вот, что там что-то надо, как бы проявляйте гибкость в этом вопросе. Вот. Не надо себя загонять там в какие-то рамки, жесткие условия, вот это не надо, вам будет тяжело из-за этого. И не принимайте, знаете, не ссорьтесь ни с кем, не ругайтесь, не нужно принимать пока что таких резких решений, что-то обрубать, ссориться, вот это ерунда какая-то. Нет, у вас все должно быть такое приятное общение, мягкая такая энергия, вот. Прислушивайтесь больше к себе. Да, не нужно грубить, хамить, с такими общаться. Так, двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Смотрите, что делать, чтобы неделя была хорошая. Нужно делать все, что улучшит ваше будущее, что может улучшить ваше будущее. Да? Знаете, это может быть карьера, это может быть ваше физическое состояние, внешне, то, как вы выглядите. Да? Посмотрите, как вы выглядите, посмотрите, куда текает ваша энергия, посмотрите на вашу карьеру, на вашу работу, какие там есть перспективы, да? На ваше окружение, на ваше общение. Сейчас вы можете очень со многими людьми познакомиться вокруг вас, замечайте. Вот. Здесь нужно проявлять много энергии, много общения, много движения. И все это касательно вашего будущего. Здесь вы вкладываетесь, делаете все, что окажет влияние на ваше будущее. Положительные такие моменты. Очень много энергии нужно действовать. Что вам не нужно делать? Вам не нужно останавливаться и долго-долго над чем-то думать. И как бы, знаете, не нужно говорить себе, что ой, ну вот это зависит не от меня, это я подожду, это до лучших времен, это в общем не виноватая я, да, как бы вот не нужно зависать, не нужно оттягивать, нужно действовать быстро. Видите, королева жезлов, она действует быстро, вам нужно активную такую позицию занимать. Вот, то есть нужно, видимо, о себе заявить нужно, да. Вам не нужно жертвовать своими чувствами, своим временем, чем-то жертвовать не нужно, против себя идти не нужно. Нужно думать о себе и о своем будущем, и действовать, и делать все, что улучшит ваше будущее. Вот. Троечки, давайте посмотрим, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. А здесь троечки, что нужно делать, чтобы неделя была хорошая. Вот вам наоборот, нужно немножко передохнуть и взять паузу, взять время на подумать, на переосмыслить, на то, как вы живете, что вы делаете, можно ли что-то изменить. Возможно, нужно пойти куда-то поучиться, да, или что-то вот, знаете, или потратить, вот именно, что вот нужно здесь, вот нужно чем-то жертвовать. Надо подумать, чем вы можете пожертвовать, чтобы улучшилось у вас вот это состояние, которое сейчас происходит,
котором ничего не происходит, да. Вот вы хотели бы что-то, да, чтобы произошло в лучшую сторону, но ничего не происходит. И как будто вы думаете, что вы ничего тут сделать не можете. То есть возьмите паузу, тайм-аут, чтобы подумать, где-то информацию, может быть, узнать. Посмотрите на ситуацию, посмотрите немножко по-другому. Здесь действий как бы таких нету, здесь больше остановка, передохнуть и посмотреть, подумать, может быть, переосмыслить по-другому. Что вам не нужно делать? Видите, не нужно брать на себя еще больше ответственности, еще больше, чем вы везете, чем вот на вас навалено, не нужно брать. Не нужно думать, что все тяжело. Вы просто знаете, чтобы выйти с этой ситуации, надо как-то действовать по-другому. Вы на себя наваливаете, но как будто вы не знаете, что можно по-другому, не знаете, как по-другому. Но это можно. Если вот возьмете остановку на подумать, да, подумать, отдохнуть, то это как бы придет к вам. Вы поймете, как действовать по-другому, что нужно делать. То есть то, что не наваливайте на себя, вот это, не делайте, я там все смогу, из-за этого, из-за третьего, не берите на себя больше ответственности, обязательств, старайтесь как-то распределить свои вот эти вот дела, обязанности между еще кем-то, чтобы кто-то вам помог. А дайте себе время на передышку, вот, на подумать, время на подумать. Ну что, кому нужны подсказки, еще пишите подсказки, или подсказка, или подсказки, там что там. Вот, если вы хотите подсказку, пишите. Если подсказок не будет, то эфир будет короткий. Вот, потому что, ну, кому подсказки мне говорить, если вы уже все получили. Вот. Я надеюсь, у вас будет хорошая неделя, все будет хорошо. Сейчас Луна растет, сейчас вы можете делать все, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Бездействовать тут не нужно, тут нужно принимать решения. Тут нужно уходить с нелюбимой работы. Если у вас есть какое-то предложение по работе поступило, то рассмотрите, возможно, кстати, это шанс, за который нужно ухватиться. Это неспроста, то, что сейчас происходит. Вот. Если какие-то предложения, то рассмотрите, возможно, там вас ждет лучшее будущее. Поэтому так. То, что сейчас придет в вашу жизнь, это придет надолго. И изменит в лучшую сторону. Поэтому смотрите внимательно то, что происходит вокруг. Вот. Ну что, подсказки все, закончились? Давайте, может, посмотрим тогда общий расклад, какие двери открываются перед вами в ближайшее время. Вот, какие двери открываются. 3 позиции, 3 варианта. Первый вариант, какие двери перед вами открываются в ближайшее время. Ой, смотрите, вы тут научитесь контролировать свои чувства. Вы поймете, чего вы хотите, вы поймете, как наполняться. Еще есть такой вариант, что вы можете встретиться с каким-то человеком или познакомиться, или просто у вас будет общение с приятным человеком в ближайшее время. Вот. Но как будто здесь вы откроется дверь чувствам, как будто вы поймете, как контролировать свои чувства, как наполнять себя. Вот здесь так вот. Двоечки, какие двери открываются перед вами. Вот здесь какая-то командная работа. Вы, возможно, найдете свою команду, или вы поймете, что вам, чтобы развиваться и идти дальше, нужны еще люди вокруг. Вы начнете их искать. Искать тех людей, которые могут помочь вам двигаться вперед. Вы будете искать людей, чтобы они помогли вам двигаться и идти вперед. Потому что они вас могут поддержать, они могут сделать какие-то определенные действия. Возможно, что-то новое сможете сделать. Или на работе новых людей будете искать, чтобы пришли к вам, чтобы помочь, чтобы быстрее реализовать то, что вы хотите. Здесь какие-то новые возможности, новые люди. Вы поймете, что вам нужны еще люди, чтобы реализовать то, что вы хотите. И вы их найдете, да. Здесь как будто команда из 3 человек. Вы найдете этих людей. Те, кто вам будут помогать двигаться дальше в вашем окружении. Вот. Троечки, какие двери перед вами открываются? О, что-то тут такое болезненная ситуация. В общем, что-то вам разбивало сердце, да. Какие двери перед вами, вы, наверное, поймете наконец-то, почему вам так было больно. Смотрите, здесь какая-то болезненная ситуация. Здесь, когда вам очень-очень больно, когда вы не знаете, что делать и куда бежать, и почему это происходит. Да, вы тут все в сомнениях. И не знаете, тут еще и Луна.
Вот это вот теперь откроется, вы поймете, почему это болезненная ситуация, почему это произошло, почему вам так больно, какие уроки надо, вот когда вот вы поймете, почему эта ситуация произошла, то есть как что-то такое случилось, что причинило вам много боли. Если вы разберетесь, ну а вы разберетесь, вот, причины, почему это произошло, смотрите, вы сможете контролировать свою жизнь, вы больше эту ситуацию в свою жизнь не впустите. Еще будет проверка, когда вам предложат такие условия будут, да, как вот похожие, и вы уже скажете нет, спасибо, вы уже сможете контролировать свою жизнь и просто пройти мимо, идти дальше, выйти хорошо из этой ситуации. Вот, здесь как будто после того, как вы поймете, да, почему это произошло, вы сможете свое будущее вершить, как бы сформировать, делать так, как вы хотите. Поймете, как надо действовать, потому что вы уже будете знать, как не надо. Как не надо. Вот, так что из любой ситуации, конечно, надо делать выводы. Почему это произошло, я так больше не хочу, так, я все, больше этого не допущу. Вот. Такой общий раскладик. Подсказка для Екатерины. Екатерина, здравствуйте. Сейчас посмотрим. Подсказки. Хорошо. На всех, значит, смотрим. Екатерина Коновалова. Вам подсказка. Смотрим. Первая подсказка вам. Ищите помощь на стороне. Ищите помощь на стороне. Какой-то вопрос у вас такой, что вам нужна помощь на стороне. Кто-то вам может помочь в этом вопросе. Это уже хорошо. Кто-то вам может помочь перевести документы, может какое-то бюро переводов или что-то. Я не знаю, с чем это связано. Это может вам помочь. Екатерина Коновалова. Смотрим. Не откладывайте реализацию новых идей ни на минуту. Минута пошла, не откладывайте реализацию. Запишите скорее, что у вас там. Где-то я вижу. Добрый вечер. Кубик, добрый вечер. Да, отправила вопрос. Валерия. Хорошо, мы сейчас Екатерине досмотрим подсказки. Потом посмотрю вам. Так, для Екатерины. Подсказка для Екатерины. Смотрим. Не будьте идеальны, будьте собой. Будьте собой. Не смотрите ни на кого. Вы уже уникальны. Екатерина. Для Екатерины подсказка. Остановись. Перестань строчить сообщения, перестань следить, перестань зацикливаться на этом человеке. Просто остановись. На ком вы там зациклились, я не знаю. В общем, о ком-то вы думаете, и нужно перестать думать. Перестать уделять ему времени, время, то есть, потому что ваша энергия утекает в его сторону. В сторону этого человека. Вы как будто даете энергию ему, а на себя не остается. Остановитесь пока на какое-то время и вот заметьте, что будет происходить. Думайте о себе. Так, для Екатерины послание из будущего. Ой, эта ноша слишком тяжела для тебя. Ты не обязан ее нести. Смотрите, разве вам нужно то, что вы с собой забрали? Смотрите, как это выглядит со стороны. Как будто вы тащите то, что вам не нужно. Вам не нужно это. Зачем вам этот большой камень? Подумайте, что такого вы можете оставить в прошлом и что даст вам шанс легче идти в будущее. Подумайте, вам виднее, что там у вас происходит. Вот, спасибо, Екатерина, что зашли на эфирчик. Давайте я сейчас посмотрю вопрос для Кубика. Валерия. Кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, потому что эфиры в разное время проходят. Так он 21:30 должен был начаться, а 21:30 только что будет через 5 минут. Вот. Поэтому вот он, видите, раньше начался. У кого на колокольчике там кто нажал, тем пришло оповещение, что эфир уже идет. Поэтому не забывайте. Блэк-группа «Можно я». Что можно вы? У нас подсказки бесплатные. Если нужна подсказка, напишите просто слово «подсказка». И в порядке очереди вы получите подсказку. Так, Валерия. Ой, Валерия, вы чем-то расстроены тут. Так, не так.
Сейчас вопрос прочитаю. Ближайшие события. На 3 месяца посмотрим. Угу. Ближайшие события, которые вас приятно удивят. Приятно удивят Валерию. Ближайшие события, которые приятно удивят Валерию. Смотрим. Первое событие. Здесь поступят какие-то денежки. Какое-то предложение вообще может поступить отдохнуть, куда-то сходить, там в кафешку, хорошо время провести. Или еще, знаете, приход денег будет, небольшой приход денег, такой приятный, когда вы можете что-то себе купить, что-то себе позволить, вообще кайфануть, как будто вот денежки придут. Вы сможете их приятно потратить. Вы даже не побоитесь куда-то поехать, знаете. Вы будете думать о том, чтобы куда-то поехать, и вы не побоитесь, вы поедете. Или даже, знаете, можете, если вы хотели пойти учиться, то вы пойдете учиться. Но здесь, возможно, вы куда-то поедете, в какое-то место. Какое-то место, я спросила, какое место. А здесь как будто информация об этом месте вас одно время как-то расстроила, что-то вы были недовольны, то ли у вас не получалось туда поехать, то ли вот сейчас вы поедете и вам понравится. Какое-то место хорошее. И как будто там вы наполнитесь сил, будет у вас общение, встреча с каким-то человеком. Вы приятное время проведете, и у вас как будто новый этап жизни начнется. Примите решение, да, как будто там. Вы еще можете, знаете, вы насчет какой-то ситуации, будет какая-то ситуация, которая вас будет не устраивать. Вот что-то вам там не понравится, сомнения какие-то возникнут, да? Может быть, насчет какого-то человека возникнут сомнения, насчет какая-то ситуация, когда вы подумаете, что меня это не устраивает, мне это не нравится, эта ситуация, и вы не захотите даже бороться за то, чтобы получить выйти победителем с этой ситуации. Вы скажете, нет, я не хочу, я лучше это не пойду вот в эту ситуацию, или оставлю в прошлом, или хватит уже, как бы я хочу идти в будущее. Как будто вы решитесь не бороться за что-то, что произойдет, вот то, что вам не будет нравиться. Сомнения какие-то будут. Зовет в гости, у вас сомнения. Ну, смотрите, я так думаю, что вы поедете, да, вы сомневаетесь, вы боитесь, он вас зовет в гости, но здесь выходит, что вы поедете, потому что сейчас я карты открою, да, вот как будто он вам говорит об этом, да, но вам не очень нравится. У вас есть сомнения и страхи, тут тоже эта карта была. Вы думаете, что он обманет или что-то еще, да, но вы поедете в надежде на то, что хорошо время проведете, все будет нормально. Но после того, как вы поедете, кстати, вы поедете, вы хорошо время проведете, вам понравится, но там вы как будто, знаете, начинаете новый этап. Вы поймете, вот после этой поездки, скорее всего, поедете, после этой поездки вы поймете, как вы хотите дальше. И вот эти вот сомнения насчет молодого человека, вы решите, что с ними делать. После вот этой вот поездки, после этой встречи. Вот захотите ли вы дальше общаться, или дальше как-то развивать, или в какую сторону вы будете развивать ваши отношения. Как вы там дальше, вот вы примете решение после этой поездки. Так что вы, скорее всего, поедете. Вы поймете, как вы хотите, если там зависимость, если там будущее, что он вам может предложить. Пойдете ли вы дальше вместе или не пойдете. То есть вы тут решение принимаете. Скорее всего, поедете, чтобы вот уже конкретно понять, разобраться вот в этом вопросе. И после вот этой поездки у вас сомнения все как бы, в общем, улетучатся, все ваши сомнения уйдут, поэтому это как бы поездка вам нужна, я не знаю, как еще сказать, вы поедете, потому что после нее вы, смотрите, возьмете жизнь и всю эту ситуацию в свои руки, вы разберетесь и сделаете так, как вам нужно, и вы наконец-то успокоитесь, вы поймете, что да, это правильно, то есть у вас сейчас сомнения, страхи, надумываете что-то такое себе, да, что может быть и нету, да, но вот после съездите, я думаю,
Вы там поймете, хотите ли вы дальше продолжать или не хотите. Да, вы думаете, вы думаете. Ну, я вам сейчас не буду говорить, что там будет, хорошо? Потому что вы примете решение самостоятельно, но вы решение это примите. А вот. После того, как вы пообщаетесь, увидите, что там, как там, и вы это почувствуете 100%, вы решение примете правильное, вы очень-очень это почувствуете внутри. Вот. Да. Ну, лучше вам сейчас это как бы вот это все выяснить, чем надумывать, думать, что и как там будет, да. Лучше вам это все решить. Да, потому что сомнения, они так и будут. Сомнения так и будут. Вы будете думать одно, а на самом деле там это ваши иллюзии, возможно, были, да. То есть лучше съездите и разберитесь во всем. Не надо себе ничего надумывать, придумывать. Вы вот съездите, и вы поймете сразу, ваше это или не ваше. Как бы вот. Да, тут какая-то серьезная поездка, которая может изменить немножко вашу жизнь. Ну, просто да, вы примете решение. Так, давайте приятные события, которые вас еще удивят. Еще приятные события, которые вас удивят. Ну, то, что вас расстраивает и не дает... Ну да, то, что вас расстраивает и не дает, видите, вам и шанса идти куда-то вперед, двигаться. То есть то, что вот эти ваши сомнения, они вас держат на месте, они вас не двигают вперед. Вы стоите, и пока вы с этими сомнениями не разберетесь, вы не можете двигаться вперед. Вы стоите на месте, вы не идете в свое будущее, вы не живете своей жизнью, просто стоите и ждете, потому что вы сомневаетесь. И вот это разрешится. Опять показывает тоже, что это вот разрешится. Наконец-то вы это разрешится, и вы уже будете двигаться вперед быстрее, быстро пойдет. Когда вот этими сомнениями разберетесь, много сомнений, да. Так что не переживайте, собирайтесь в поездку, езжайте. Просто вы точно знаете, что вы хотите, какое будущее вы хотите. Пообщайтесь с человеком, посмотрите, какой он там в разных ситуациях, да, пообщайтесь, увидите, посмотрите со стороны. Возможно, я не знаю, там, будет ли у вас встреча с его родителями или с его друзьями, с его близкими людьми, да, вы пообщаетесь, вы посмотрите, как общаются его родители, посмотрите, что как бы это ожидает как бы и в ваших отношениях в будущем, потому что он это видит и он думает, что это нормально, потому что в его семье так, то есть как понимаете, что как бы и с вами тоже так же будет, похоже будет семья. Вот, то есть вы увидите вот это все отношения, ну, езжайте. Эта поездка поможет вам разобраться, нужно вам или не нужно, что вас ожидает больше, какие перспективы. А пока вы в сомнениях, это вас останавливает, и вы стоите на месте. Вы не развиваетесь, потому что это занимает все ваши мысли, понимаете? Вся энергия уходит на вот эти сомнения. У вас не должно быть сомнений, чтобы двигаться вперед. Вы должны знать, что вы хотите, куда вы хотите, как вы хотите, и просто идти. А ваш тыл, как бы вот это ваши близкие, они просто, это должна быть для вас поддержка, никаких сомнений быть не должно. Это поддержка, ваша опора в любой ситуации, в любом случае, что бы ни произошло, вы всегда могли вот вы вместе там обнять друг друга, понять друг друга, просто поддержать друг друга. Даже, может быть, и не говоря ни слова, но поддержать, да. Как бы тут не должно быть сомнений, чтобы идти вперед. А вот сомнения есть, поэтому вот, давайте еще что-то. У меня опять это просто показывают, я мешаю, и потом говорят мне опять про это, что вы стоите просто на месте, и наконец-то это все разрешится, вы поймете. Разберетесь в своих сомнениях, поймете, как нужно действовать, что нужно действовать, у вас пойдет быстрее, пойдет развитие, пойдет движение. Так, еще приятные события, которые вас удивят. Ну, что-то вас порадует, да. Ой, смотрите, ну тут вот вы наполнитесь эмоцией, что-то, какое-то радостное событие произойдет, вам понравится, то ли вы куда-то отдыхать поедете, то ли что-то еще даже, какая-то вечеринка, корпоратив, общение с друзьями, с алкоголем, вот такое вот, будете хорошо время проводить, что-то такое веселое, общительное, классное, может быть, тут еще и пляж, может быть, может, еще и позагораете, искупаетесь, я не знаю, про что это за место, может, где-то водоем будет красиво, вот, где-то отдохнете.
Да, какая-то сомнительная ситуация уйдет из вашей жизни. Дома вы получите поддержку, хорошо время проведете где-то. И вот смотрите, тут какая-то вот башня выходит, но башня это вот когда разрушается, что уйдет, это вот эта сомнительная ситуация, когда вы не знаете, что верно, что неверно. То есть вот так вот нету стабильности. Вот эта вот нестабильность, она уйдет. И придет четкое понимание, четкое, что и как надо, куда вам идти, что вам нужно делать. Как вам сохранить то, что вы хотите? Да, видите, вы можете, ну, как бы, вот вы, опять выходит маг, то есть вы сможете контролировать свою жизнь так, как вы хотите. Вы ничего, как бы, ничего из вашей жизни не уйдет, то, что вам нужно, вот то, что ваше, оно ваше остается. Вы вообще ничего не теряете, не потеряете, вы только сохраните. И здесь энергия вам дается на то, что вот вы начнете формировать вашу жизнь, вот ваше будущее, просто как вы хотите, куда вы хотите. Вы поймете, разберетесь, и вы пойдете. Ну да, тут какие-то иллюзии, возможно, знаете, уйдут. То есть о том, что вы мечтали, надумывали себе, придумывали, вы это поймете, что это не так на самом деле по-другому. То есть какое-то в чем-то, в том, в чем вы себя, возможно, обманывали или не знали, не могли разобраться, это уйдет. Это, может быть, причинит вам боль, конечно, что это на самом деле не так, но зато вы поймете, что, блин, не надо об этом думать, надо реально смотреть на вещи. А зато вы пойдете быстрее. Тут еще такое вот. Как будто у вас ясность произойдет. Ясность. Вот в основном тут про это показывают. Вы ясно будете видеть, куда идти. Да, вот карта перевернулась еще. И вы будете чувствовать себя на коне, видите, победителем, что да, все, я знаю, куда я иду. И вот это вот. И вы сможете бороться и добиваться того, чего вы хотите. Почему-то не показывают мне другого, что еще приятно удивит вас. Какая-то неясная ситуация разрешится. Опять же показывают. Какая-то неясная ситуация у вас разрешится. То, чего вы не знали, вы узнаете. Да. И опять поездку вашу показывают, что вы, скорее всего, поедете. Так, мне тут больше ничего не показывается. Что же такое? Приятное событие, которое у вас у тебя здесь, ну, здесь движение может пойти, да, то, что раньше было на стопе, сейчас начнет быстро двигаться, развиваться какая-то ситуация. Вы станете более активны, более деятельны, какое-то движение в вашей жизни произойдет. В сторону стабильности, в сторону вашей мечты. Как будто вы начнете двигаться в сторону вашей мечты. Видите, движение прям начинается, движение в ближайший месяц. То, что вот не было никакого движения, да, а теперь в сторону вашей мечты, в сторону того, чего вы хотите, о чем вы мечтали. Видите, тут прям звезда начнет движение в эту сторону. И здесь еще, знаете, вы можете захотеть пойти чему-то научиться, чтобы приумножить ваше благосостояние, ваши финансы. Вы можете решить пойти учиться, пойти там повысить квалификацию, пойти там вот кому-то в ученики, возможно, чтобы дальше стать большим профессионалом в развитии, да. То есть опять же тут такое происходит, что вы измените. Тут вы можете изменить мнение насчет какого-то человека. Может поменяться ваше отношение. Всегда выбирайте себя, всегда выбирайте свой путь, всегда выбирайте сохранить свои границы. Вот так вот, да. Но еще будет тут еще какая-то вечеринка, какое-то общение, когда вы будете общаться.
Как будто с друзьями встретиться. Это новые знакомства могут быть. Ну, здесь, да, здесь даже в течение, на 3-м месяце, туда дальше, даже, возможно, еще и новые знакомства. Тут как-то вот, ну, много всего. Тут жизнь немножко меняется, ваша, в лучшую сторону. И как будто розовые очки спадают, да, и вы понимаете, что вот, мне надо туда, вот это мне не надо, мне надо вот это. Вы чуть-чуть начинаете видеть, как для вас лучше, хорошо. Да, как будто вот там, где сомнения, неясность, вы от этого уходите, все. Вот это вот бездействие, вот эти сомнения, непонятности, это все уходит. Ну и здесь с каким-то человеком как будто вы по-другому начнете общаться. Какое-то что-то по-другому будет. Отношения поменять можете. Не знаю, кто это. Родственник ваш или нет. Кто-то может быть из близкого окружения. Огромный потенциал, да, у вас есть огромный потенциал. Вы можете добиться своих целей. У вас мечта, надо, чтобы была у вас мечта, и вы прям сможете прям пойти к этой мечте. Мечта. Она вас как-то двигать будет вперед. И опять же, здесь как будто вы уходите от чего-то, от кого-то. Здесь какая-то ситуация может разрешиться. Ну, это время покажет, время покажет, время покажет. Не надумывайте себе ничего, потому что это вас останавливает. Время все расставит на свои места и все вам покажет. Разные ситуации. Просто умейте смотреть и обращать внимание на то, что происходит вот вокруг. Вот замечайте как-то тут так вот. Большие планы продвижения по работе. Будут у вас изменения тут, кстати, по работе. Будут изменения в лучшую сторону, вам понравится, но также будет больше и обязанностей, как будто больше нагрузки. Давайте глянем подсказку. Подсказку на ваш вопрос. Интересно вообще вас время ожидает. Какие-то изменения закрутит, завертит сейчас. Было вроде как спокойно еще относительно, а вот сейчас начнется вихрь событий. Как-то так. Так, подсказка для Валерии. Посмотрим. Не начинайте новое. Видите, вам пока что не нужно начинать новое. Вы сейчас будете разбираться с тем, что есть. С тем, что есть, чтобы понять, что правда, что неправда, куда идти, что делать, чтобы поставить себе цель определенную, мечту, как к этому прийти. Вот. Спасибо, Валерия, за ваш вопрос. Вот. Тут еще один донатик. Сейчас еще один вопросик посмотрю, потом в чат вернусь. Спасибо большое, обнимаю крепко, я вас тоже обнимаю. Вот, обнимаю. Были бы рядышком, обняла бы еще крепче. Так, давайте посмотрим вопросик. У нас тут Ольга. На прошлой неделе отправляла вопрос. Что у него в мыслях? Так, зачем он вообще в вашей голове? Он не выходит из вашей головы. Ой, Зарина, добрый день. Анна Баирова, здравствуйте. Вы можете писать, что подсказка, да, в чате пишите там в комментариях. Я потом вернусь в комментарии и посмотрю. Я пока на донатики отвечу. Что у него в мыслях?
о вас. Он думает, что свидание невозможно. Смотрите, что у него в мыслях о вас? Он думает о романтическом свидании, да, о хорошем времяпровождении, но в то же время он думает, что это невозможно, потому что ради этого придется чем-то пожертвовать, а он не готов жертвовать этим. Как будто это свяжет его по рукам и ногам, да, как будто это какая-то ответственность, какое-то продолжение вы будете ждать дальше от него результатов, а он не готов, для него тяжело вот эти отношения переводить в другой характер, да, вот как-то вот для него это тяжеловато. Да, он не готов начинать новое что-то менять. То есть, если он вас пригласит на свидание, то это значит, что он готов дальше развивать отношения, как-то серьезные, возможно, намерения должно быть, да, как-то дальше нужно действовать. Это не так, что сходил, погулял, повеселился и забыл, да, нет. И вот он думает, что я, говорит, не готов к этому. Я не готова дальше вот переводить отношения в какое-то другое русло. На свидание он хотел бы. Он бы хотел бы встретиться, романтик, вот так вот все такое. Хотел бы пофлиртовать, Вот. Вот когда он увидел вот ваши красивые фотографии, да, смотрите, знаете, он вспомнил прошлое, он увидел, что вы такая женщина, с которой можно построить серьезные отношения, да, которая стабильная, которая очень привлекает мужчину, вы очень привлекательная, энергичная. Вот. И он хотел бы вам написать, даже хотел бы вам, он хотел бы это вам сказать, вот, посмотрев ваши фотографии, что, блин, ты такая классная, да, вот как раньше, там ничего не изменилось, да, вот так вот он хотел бы сказать. То есть то, что вы и раньше были прекрасны, и сейчас приковываете взгляды, внимание, вот. Хотел бы он это вам сказать. Но в его голове, да, у него нет, он не определился с выбором еще. То есть вам нужен мужчина, который возьмет за вас ответственность. Вот он думает о том, что у вас должен быть такой мужчина, с которым, если уже вы будете встречаться, то это уже должны быть серьезные отношения, будущее вместе. Да, но вот вы между собой пока что вы как будто смотрите в разные стороны. Он вас не выбрал. Да, он много думает о вас, но он вас не выбрал пока, да. Нет его в голове, что он выбирает вас. Так. Почему же вы думаете о нем? Почему же вы думаете о нем? Потому что вы хотите перестать быть одна, вы хотите, чтобы вас закрутилось, завертелось, приятные такие слова хотите слышать, чтобы движение пошло. Вы хотите нравиться, вы хотите, чтобы вас ценили, вы хотите, чтобы вас любили, вы хотите почувствовать себя ребенком в обществе мужчины, который бы о вас заботился. А то все сама. Хочется немножко внимания. Да, тут видите, мужчина, который разбил вам сердце, у вас был такой опыт, что вы расстались с каким-то человеком. Возможно, он вас ревновал, возможно, были ссоры какие-то. Да, может быть, что-то было связано с работой. Давай, бросай работу, да. Ну вот что-то, не знаю, или с друзьями хватит общаться на работе. Типа на работе корпоратив, он на вас мог ругаться, никакого корпоратива на работе. То есть, ну, такой ревновашка был, может быть, такой. Вам нужно взять время, тайм-аут, да, чтобы переосмыслить вообще ваши отношения к жизни, к мужчинам, ко всему просто. Посмотреть на все с другой стороны, посмотрите со стороны на это.
Определитесь с целью, которую вы хотите, с семьей, которую вы хотите. Какую семью вы хотите, вот. Как вы хотите, да? И общайтесь так, что вот, если это не предлагают вам, как бы вот вселенная, да, вот этих мужчин, не тех, которые вот в вашем представлении о вашей идеальной семье, то не нужно с ними общаться. А если это те, как вы хотите, и представление у них о семье такое же, тогда вот да, это ваш человек. Как-то так. Как будто, чтобы двигаться дальше, нужно почистить все свое пространство и идти дальше. У вас будет встреча. Я не знаю, с ним или не так. Нет, не с ним. Это новый какой-то человек. А еще смотрите, у вас будут отношения не с этим человеком, а с каким-то другим человеком, которые приведут к серьезным отношениям. Когда вы почистите пространство, да, видите, здесь вот партнерские отношения, тут уже брак, уже, ну вот я спросила, этот же, говорят, нет, не этот партнер, новый какой-то. После того, как вы почистите свое окружение, когда вы поймете, какую семью вы хотите, то есть если этот человек не подходит под ваше определение, да, то вы как бы с ним и не встречаетесь. Если у него определенные условия такие вот, ну как будто вы делаете выбор в вашу сторону, в то, как вы хотите, человек потом такой придет, с которым вы будете совпадать по вот этим вот, то, как вы хотите, какая должна быть семья, и вам будет комфортно. Вот. Знаете, вы можете не думать, вот, Оля, вот вы можете не думать об этом человеке, вы думаете о себе больше, потому что когда вы думаете об этом человеке, вы придумываете себе, возможно, даже того, чего нет. Ну, вернее, как вы хотели бы, чтобы было. Вы готовы за это бороться, вы готовы, чтобы ваши мечты сбылись, да. Вот. Но здесь много неясного, и здесь, скорее всего, это в прошлом ситуация. А вам нужно думать о вас, как о будущем. Делать выводы, почему вы расстались, почему так произошло, и идти дальше. Вы очень привлекательные, на вас обращают внимание мужчины. На вас обращает внимание мужчины, да. Еще раз об этом. Вам четко надо знать, чего вы хотите и как вы хотите. Тут не должно быть такого, что он изменится после свадьбы, там, да, или вот мы просто не встречаемся, поэтому он так себя ведет. Нет, этого не будет. Вот когда вы поймете, что вот как есть, так есть, какой человек есть, такой есть, он такой же и будет в отношениях и после свадьбы, да, когда вот вы это поймете, вы как будто тут вот очень сильно, не знаю, все изменится. Вы пойдете вперед, и вас ничего не будет держать, ну как будто ясный ум будет, ясные мысли. И вы встретите человека, того, который будет вкладываться в отношения. И будет работать и стараться насчет отношений. Если денег не будет хватать, будет стараться, чтобы хватало. Потому что ради семьи он это будет делать. Вот такой человек. Что мне показывает дальше? Да, в общем, у этого мужчины, о котором вы думаете, тут сомнения, и он вас не выбирает. Тут очень такие сомнения, шаткие мысли, потому что он хочет общаться не только с вами, он хочет получать удовольствие вообще от жизни. Вот. А к стабильности он не готов, чтобы вот с одной женщиной встречаться, уделять время и внимание, и все туда. Это тяжело, он считает, что это определенные обязательства, которыми он не готов пока что. Ну, пока он так думает, да, он не готов. Он готов защищать свою позицию до конца, пока что он свободы хочет. Он видит, какая вы красивая, какая вы ценная, он видит. Но он просто не готов брать обязательства на себя сейчас. Потому что он считает, что если уж начнется, то должно начаться уже серьезно.
А не так просто поматросил и бросил, как бы вот. Какие между вами возможны отношения? Тут показывает, что вы можете помочь понять друг другу, как вы не хотите, чтобы было, и больше это не впускать в свою жизнь. Как будто здесь так. То есть вы помогаете друг другу сделать определенные, ну, может быть, ошибки, опыт определенный пройти вместе. Вы для этого, чтобы этот опыт помог вам не делать больше этих ошибок в будущем. Со временем, через какое-то время, какая-то будет ситуация, которая, знаете, будет то ли вас соблазнять на что-то, то ли что-то вот провоцировать вас на что-то. Ну, вы как будто уже не поведетесь, вы пойдете в новое. Вы поймете, что вы этого не хотите, вы пойдете в новое. И тут какой-то мужчина, у вас какой-то другой мужчина будет. Опять же, другой мужчина, с которым будет флирт, будет встреча, свидание. Зачем мне другого показывают? Давайте мы же этого смотрим. Почему-то у меня опять выходит, что кто-то другой еще. Как он будет действовать насчет вас? Давайте спросим. Ну, никак не будет действовать. Потому что, ну, просто я смотрю, в голове у него много разных мыслей, да, то, что он замечает, что вы красивая, что вы достойная, что ради вас там надо строить будущее, чего-то лишиться, то есть вот этой свободы. Но он, видите, к этому не готов. Что он будет все-таки в итоге делать? Он ничего делать не будет. Видите, он будет пока что сохранять свои позиции и ничего делать не будет, да. Хотя видит, что вы очень достойная женщина, о которой, возможно, многие мечтают, многие бы хотели, чтобы вот вы были как вот желанная самая женщина, жена. Может быть, он думает, что вы его не примете еще. Вот она может думать об этом. Ему придется уйти. То есть он пока не видит перспективы. Он видит, что вы классная, но вот действовать почему-то не будет пока. Будет. Ну не показывают, закрывают. Здесь показывают. Еще какие-то проверки будут тут у вас. Как-то вас будут соблазнять на что-то, какие-то ситуации. Не показывают больше ничего. Но между вами тут не показывают, что отношения. Как будто вы понимаете, вы даете друг другу понять, как вы хотите и как вы не хотите, обретаете какую-то свою внутреннюю силу, идете к своей цели, и все. Вы быстрее пойдете, когда поймете вот это вот. Куда попадали? Другая колода упала. Ну да, смотрите, опять же, вот карты упали. Когда вы уходите, видите, от вот этих вот отношений, от вот этих чувств, вы обретаете внутреннюю силу какую-то. И опять же, какой-то человек вам идет другой. Смотрите, какой-то человек, который принесет вам много радости. Какое-то знакомство с каким-то еще одним мужчиной. Не знаю, почему выходит еще какой-то другой здесь. Затесался какой-то. Не знаю, что это такое. Мы другое спрашиваем. Вам нужно сейчас заниматься работой, собой. Да, вас расстраивает. Пойдите учиться куда-нибудь, если хотите отвлечься. Научитесь чему-то новому, съездите куда-то, в какое-то место красивое, которое вас вдохновляет, чтобы отвлечься. Съездите куда-то, что вас наполняет, да, что-то такое.
так вот не показывает больше ничего такого. Подсказка для вас, подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Вот так. Вам хочется внимания просто, поэтому вы думаете о нем и ничего не можете отпустить. Да, но тут вам нужно принять решение, что вы не хотите грустить, скучать, вам нужно наполниться. Вы поймите, что вам не нужны лживые вот эти вот обещания романтики, да, но когда это не по правде, но это не нужно. Вам нужно стабильное. Для этого немножко подождите, и будет мужчина. Даже если какое-то время одной придется побыть, да, просто займитесь чем-то. Все, блин, не показывает, но... Ладно. Можно копать и копать. Сейчас посмотрю донаты еще раз и потом в чат. Так что спасибо, Ольга. Посмотрите, понаблюдайте, но занимайтесь чем-то своим. Вот, может быть, человек определится, да, и даст о себе знать, но не тратьте время на мысли о нем. Подсказка. Black группа. Я не гадаю, нет. Я подсказки даю бесплатно. В одном вопросе отвечаю платно. У нас так бабахает что-то. Black группа. Подсказка. Подсказка. Все получится. Все получится. Смотрите, вообще ограничений нет. Все получится. Что вы там задумали, что вы хотели. Все получится, если вы будете действовать. Все получится. Екатерина Коновалова, вам тоже спасибо. Только в чат зашла, только увидела. Подсказка для Зарины, подсказка. Для Зарины подсказка. Мечтайте и действуйте, ваше желание обязательно сбудется. Мечтайте и действуйте. Не сдавайтесь, еще бы я так сказала. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Камола, когда будет знакомство для серьезных отношений, не знаю. Подсказки бесплатные, пишите подсказка. Вопросы платные за донатики. Там по ссылке пройдете, там 250 рублей сейчас вопрос стоит. Если вам нужно прям что-то. Но знаете, лучше так не спрашивать, когда будет знакомство. И вы так будете сидеть и ждать, когда будет. Оно тогда не будет никогда. То есть это надо вопрос задавать, что нужно, да, как-то в себе поменять или что нужно сделать, чтобы как можно быстрее произошло это знакомство. Потому что, возможно, вы не проработали что-то. Возможно, вам надо пройти что-то, понять что-то или ему. Потому что когда задействованы два человека в знакомстве, то еще вы можете ждать, когда он пройдет что-то свое, чтобы быть готовым для встречи вместе с вами. И вот пока вы не сделаете этого, того, чего вот вы, чтобы не пройти, понимаете, чтобы ценить этого человека, чтобы не пройти мимо, какие-то свои уроки надо пройти или что-то сделать. Поэтому тут как бы надо поработать над собой. Я бы так сказала. Подсказка для Зарины. Я ожидала, да, подсказку выше. Да, тут пришла. Подсказка для Елены. Елена 33. Елена Грин. Подсказка для Елены Грин. Давайте посмотрим для Елены. Подсказка. Относитесь ко всему с чувством юмора. Легче к жизни относитесь, чтобы не произошло. Вот. Не загоняйтесь вообще. Относитесь ко всему с чувством юмора. Улыбнитесь. Ой, Александр, такие вопросы не задают как бы тарологам. Это надо куда-нибудь
в другие органы. Короче. Благодарю вас, Елена Гринвас, тоже благодарю. Нажимайте на колокольчик. Эфиры у нас по субботам 21:30. Сегодня пораньше начался. Поэтому нажимайте на колокольчик, да, сможете пораньше зайти. Вы еще не уходите? Хочу донат отправить. Анет, нет, не ухожу. Я еще не всем подсказки дала. Сейчас у нас Марина. Здравствуйте. Пауза или конец, Марина? Подсказку, да. Вопросы. Так, смотрим. Для Марины подсказка. Подсказка. Настройтесь на удачу. В любом случае будет удача. Удача. Настройтесь на удачу. Это можно по-разному, конечно, смотря какая у вас ситуация, но в любом случае удачно все разрешится. Анна Баирова, подсказки. Подсказки. Хорошо, значит, на всех колодах. Так. Анна, подсказка. Будьте осторожны в словах. Вот на этой недельке будьте осторожны в словах. Не взболтните ничего лишнего. Еще не обидьте кого-нибудь там. Осторожно. Так, Анна Баирова, подсказка. Не откладывайте реализацию новых идей ни на минуту. Видите, не откладывайте. Что вы там хотели сделать? Сделайте прямо сейчас. Начинайте то, что вы хотели. Анна Баирова, подсказка. Относитесь ко всему проще. Еще чуточку проще. Видите, попроще. Попроще. Не придумывайте ничего лишнего. Не усложняйте себе жизнь, пожалуйста. Относитесь проще. Так, Анна Баирова, смотрим. Победи свой страх. Тебе придется столкнуться с ним лицом к лицу. Верь в свои силы. Ты сможешь его преодолеть. Видите? Вы сможете победить свой страх. Чего-то будете бояться, чего-то испугаетесь, возможно, но сможете это побороть. Все будет хорошо. Не переживайте. Мне уже было, да, подсказка была, Зарина. Анна Баирова. Смотрим. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. Видите? Если вам кто-то причиняет боль, Анна Баирова, это вам послание из будущего. Если кто-то вам причиняет боль, не нужно общаться с этим человеком, не нужно думать, что он изменится. Он никогда не изменится. Это только более изощренные пытки начнутся. Не нужно. Не общайтесь с теми, кто вам делает больно, там, кто обижает, не стоит. Вот. Да, Зарина, вот вам еще одна подсказка. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. У вас там что-то такое, еще не знаю, разрешилась или не разрешилась эта ситуация. Вот. Вопросы у нас, здравствуйте, Риша, вопросы у нас за донатики. Вы можете пройти по ссылке, да, и оставить ваш вопрос. Или оплатить и тут написать в чате. Я сейчас донатики. Переключаюсь на донаты. Сейчас будем смотреть донаты. Ой, смотрите, новое знакомство. Давайте посмотрим. Ольга. Ольга, а потом Анет. У нас два донатика. Сейчас будем смотреть Ольгу. Ой, новый мужчина. Поэтому он мне выпадает. Поэтому он выпадал мне. Вот он думает, почему мне выпадает еще какой-то мужчина. Так, какой он человек, да? Ты чего в вашу жизнь пришел? Для нового чего-то. Чтобы почистить старое и в новое. Вот то, что вот новое уже вы засиделись, да? Чтобы вот это новое расчистить, изменить, все, новое, то есть старое, то есть в чем вот вы засиделись, вот это старое, чтобы оставить в прошлом, видите, это уже все, уже видели, он, блин, столько всего хочется сказать, и меня прям разрывает, короче. Вот этот новый мужчина пришел для того, чтобы вот то, что раньше было, уже так не будет, вот так, как раньше было, не будет, он пришел для нового, это новый человек в вашей жизни. И все будет по-другому. Здесь какое-то новое отношение, новое общение, новая жизнь. Вот так как будто вот как раньше не будет.
Вот. Возьму другую колоду. Какой он человек? Он человек, который даст шанс не больше, как вы знаете, смотрите, Дмитрий, вот этот вот новый мужчина, он вам для того, он как подарочек вам, как подарочек. Потому что с этим мужчиной как будто не будет вот этих вот ошибок. Это не грабли. Этот новый мужчина, это не грабли, на которые вы наступите и опять вляпаетесь. Нет. Это как будто вот то, ух ты, так он у меня выпадал в другой колоде. Это он вам, смотрите, это как будто для вас то, что вы хотели. Новый мужчина, то, что вы хотели. Какой он? Он придает внимание своему внешнему виду. Он любит все удовольствия мира, не знаю, такой, он тактильный, ему нравится, а если ему женщина нравится, то значит она внешне привлекательная. Не ходите только в халатиках, пожалуйста, дома, как некоторые это делают, расслабляются. Нет, ему внешне очень, он любит глазами, ему нравится, когда женщина ухаживает за собой, потому что он сам обращает внимание на свое физическое состояние. Возможно, он спортом может заниматься, но вот как-то он к себе тоже относится внимательно. Он такой, знаете, он приземленный, да, немножко, потому что он знает, как зарабатывать деньги, все для семьи, он стабильный такой. Стабильный такой, хороший мужчина. Ну, сразу карта выпала. Смотрите, я следующую подняла еще про него, как бы он ищет спутницу жизни себе. Возможно, возможно, вы она и есть, да. Видите, он для серьезных отношений. Вот этот мужчина, он настроен серьезно. Ему нужна женщина для серьезных отношений. Он стабильный такой человек, надежный. Если минусы в нем, минусы-то в нем есть какие-то? Минусов-то, пожалуйста. Он может, знаете, из минусов, думаю, надо что-то минусов откопать, потому что здесь какой-то он очень-очень положительный, классный, стабильный и хороший мужчина. Из минусов здесь может то, что он не очень любит тратить деньги на всякие гулянки, потому что это трата денег, и притом молниеносная, и притом в пустоту. То есть вот какие-то вот общие такие вот... На вас он готов тратить деньги. Он будет готов тратить деньги на семью, на вас, там, на свою жену, на детей, на семейные отношения. Вот для него очень важны, он очень семейный такой человек, очень ценит эти отношения. Он будет тратить туда денег, убухивать столько, сколько надо для семьи, он очень не жалко. Но вот из минусов то, что он не будет тратить деньги на какие-то гулянки, на сомнительных каких-то друзей, да, вот на каких-то с девчонками, с какими-то знакомиться, тратить деньги, он никогда этого не будет делать. Вот это вот, ну это минус, это не минус, что-то он слишком положительный, как по мне. То есть он деньги впустую тратить не будет, потому что он знает, как деньги зарабатываются, он знает, как это все. Он не будет их тратить вот так вот. Раз, потратил, быстро, потому что тратить он знает, что потратиться они уходят очень быстро, а зарабатываются-то они тяжело. Да. И он это будет пресекать, типа, если какие-то траты, то нужно хорошенько подумать. Он не будет. Нет, это он все будет пресекать, что нечего тут. Ну это хорошо, почему нет-то? Его не нужно обманывать. В прошлом его уже обманули, ему было очень больно. Это могут быть не только личные отношения, это может быть еще, знаете, компаньоны, коллеги, да, кто-то, может быть, как-то вот так поступил нехорошо и сделали ему очень больно. И он подумал, ну как так вообще? И, ну, может быть, даже перестал общаться с тем человеком, с кем он общался. Возможно, знаете, это какая-то семейная пара. Возможно, у него были какие-то друзья, да, или, может быть, по работе кто-то, какая-то семейная пара, которая его обманула, предала и не оценила, и он прекратил отношения с ней.
Не знаю, были ли у него серьезные отношения с кем-то, то есть был ли он женат, не знаю. Ну, возможно, нет, не было. Вот с каким-то кто-то делал ему, конечно, больно. Так. Для чего он в вашу жизнь пришел? Для того, чтобы вы научились делать выбор правильно. Чтобы когда вы делали выбор, ну, он вам для любви, во-первых, для того, чтобы вы получили определенное внимание, да, любовь, влюбленные, чтобы вы научились делать выбор сердцем, делать то, что выбирать то, что вы хотите. Не то, что правильно, так надо, было бы хорошо, ну, может быть, там будет нормально, ну, вот, может быть, все изменится, нифига. Чтобы вы научились делать выбор сердцем, вот, знаете, вот как я хочу, как вот ваш внутренний ребенок хочет, он просит что-то, сделай. Вы вот вы пойдете туда, научитесь это делать. Он вас, знаете, не было подсказки Вселенной, меня пропустили, я вам 2 раза Зарина дала уже подсказку. Ну я ладно, попозже вам еще одну вытащу, я уже 2 раза вам давала. То есть я после этого еще вытаскивала. Сейчас я для Ольги расскажу. Смотрите, Оля, вот с этим с новым мужчиной, да, он как-то, знаете, будет какое-то от него предложение поступит, он как-то приедет, очень соблазнительное предложение поступит от него. Он здесь очень такой выпадает огненный мужчина, очень такой жаркий, страстный, знает, чего он хочет, и то, как он проявляется, вам понравится. Вот он вас будет заманивать в такие отношения, когда, дорогая, я все тебе дам, лишь бы ты была со мной. Ну, как-то вы ему понравитесь. Знаете, с этим мужчиной, вот с новым, вы поймете, что к женщине можно относиться по-другому, не так, как вот к вам относились раньше. Какая-то ваша стабильность пошатнется, видите? Изменения какие-то будут. Вы можете поменять мнение насчет мужчин вообще, но это вам ничего плохого как бы не принесет, здесь наоборот. Здесь наоборот. Вы поймете, как будто как не надо. Как будто будет не так, как в прошлом. Все нашла, Зарина. Хорошо, если что, я вам еще могу вытащить. Ну да, вы насчет нового мужчины будете думать, сомневаться, возможно. Возьмете тайм-аут, вы о нем чего-то не знаете, да, чего-то не знаете. Как будто вы поймете, что вам не нужна чья-то помощь, и вы можете все сами. Как будто сейчас вы думаете, чтобы чего-то добиться, да, чтобы чувствовать себя классно там или просто чего-то то, что вы хотите получить. Вам нужна чья-то помощь, вы думаете, что кто-то должен еще присутствовать, чтобы вам помочь, чтобы вам было классно, вам было хорошо, да, а потом вы поймете, что вы можете все сама. Да, вы пойдете в новое и перестанете сомневаться. Здесь как-то так. Вот смотрите, говорят, подождите. И вот с этим мужчиной как-то вот вам понравится общаться. Вам понравится общаться, отношения могут перейти на другой уровень потихоньку. Сначала так вот вы общаетесь, потом еще как бы на более высокий уровень, более близкий уровень, да, то есть... Возможно, вы от него будете закрываться какое-то время, да, держать на расстоянии, потому что сомневаться будете. И он даже за вами в соцсетях не будет наблюдать, и вас это будет разочаровывать, возможно.
Но этот новый мужчина, смотрите, в итоге, для чего человек пришел в вашу жизнь, для того, чтобы сделать вас сильной, и чтобы в вашу жизнь пришла стабильность. Возможно, как бы для того, чтобы остаться в ней, в вашей жизни он пришел. Император. Да, видите, тут, чтобы построить отношения с вами стабильные, надежные, и вот с ним вы как будто обретаете какую-то внутреннюю силу. Вы научитесь брать свой шанс. С ним как будто закончится ваше одиночество. Смотрите, он приходит, и вот что вы обрубаете, оставляете в прошлом? Что? Ваше одиночество, то, что вы одна, никого рядом с вами нет. А что вы берете? Вы возьмете свой шанс на стабильное будущее. Пентакли, пентакли тут. На стабильность. В общем, будете с ним общаться, переключитесь на него. Вернее, он как-то сам, как-то вы, ну, вы просто будете общаться, вам будет хорошо. Он сам там вас переключит куда надо. Вот. Да, перестаньте следить за тем, кто разбил вам сердце, перестаньте наблюдать за ним. Видите, тут вот показано, что вот тот, кто разбил вам сердце, вы за ним следите, возможно, да, и думаете, что как бы вы хотели бы, чтобы сложились, да, обстоятельства. Вместе встретиться, возможно, вы хотели бы, чтобы чтобы как раньше вы хотели бы, чтобы как раньше было свидание, встреча, но это как будто уже в прошлом. Это в прошлом, это ушло. Вам не нужно думать о прошлом. Вам нужно принимать решения, перестать сомневаться. Ну, это со временем придет к вам. Как-то так. Хороший мужчина, вот этот новый ваш мужчина хороший. Хорошие карты выпадают. Так что... Можно ли ожидать что-то от него плохое, спросила. Ну, если только заканчивай со своим прошлым, и давай выходи за меня замуж. Здесь так вышло как-то вот так вот. Только если вот этого, то если вы этого не хотите. Тут как-то спрашиваешь про отрицательные, они как-то так отрицательные черты его показывают, как с точки зрения, что это нифига не отрицательные, а положительные. Может, для кого-то это отрицательные. Но мне кажется, это больше в плюс, как-то больше в семью. Он заточен как-то больше на стабильность, на семью. Подсказка, Ольга, для вас. Не начинайте новое. Не начинайте новое, разберитесь со старым сначала. Со старым разберитесь с чувствами, да. Разберитесь со старым. Какие были ошибки, подумайте, посмотрите, как вы хотите, как вы не хотите. Не придумывайте, главное, ничего себе. Вот реально смотрите на вещи, реально. Так, давайте для Аннет. Теперь Аннет вопросик. Для Аннет. Его мысли о вас, Аннет. Его мысли о вас. Его мысли о вас. Вот он сам вышел, У него очень честные, справедливые мысли. Мысли без обмана, здесь как-то вот так. Серьезные намерения у него, серьезные намерения. Ну, мне еще что-нибудь такое, мысли еще какие у него. Серьезные намерения, это понятно. У него серьезные намерения, и у него очень много интимных фантазий насчет вас. Смотрите, как много кубков, видите? Еще жезловые, с жезлом кубки. У него очень-очень много насчет вас фантазий. Эротических таких, прям очень прям мечтает, желает. И очень серьезно к вам настроен. Вот, оформить отношения серьезно, да, он бы очень хотел. Вот. У меня их тоже очень много, да. Вы по видеосвязи вы разговаривали, как в прошлый раз мы говорили. Это вот очень ему понравилось. Так, какие еще мысли? Какие еще мысли? Он хочет оградить вас от нечестности, от вранья, вот от этого всего, от несправедливости, хочет вас оградить. Да, он хочет, чтобы его семья, его близкие никогда не переживали, никогда не расстраивались.
Чтобы вас вообще не касались никакие проблемы. Вообще абсолютно. Он хотел бы приехать. Здесь как-то вот так вот. Смотрите. Он хотел бы к вам такой приехать, когда вы уже, наверное, немножко заждались. С предложением хотел бы приехать, что давай уже поженимся, давай уже официально. Да, вот то есть вот такое предложение может быть романтического характера, с романтикой. И вот он романтично как-то может вам приехать сделать предложение, кстати. Вот это почему, ну, как один из вариантов. Он думает об этом, предложении, как сделать вам предложение. Да, чтобы вы никуда больше не исчезли, не пропали, чтобы вы были рядышком, чтобы никакая работа тут не помешала вам. Да, очень хотел бы приехать. Вот если будет какой-то шанс приехать, он им воспользуется. И вот как только, так сразу просто, как только, так сразу. Да, но здесь нужно подождать, немножко подождать. Видите, опять ожидание выпадает. Действительно заждалась, да. Но здесь вам нужно видео. Вам нужен видеозвонок. Вам нужен видеозвонок такой, знаете, горячий видеозвонок. Вот. Не обнаженный такой, но с флиртом такой видеозвонок. Такой вот соблазнительного характера. Да, время от времени вам такие звонки нужны, потому что слишком далеко. Вот. Как поздравить днем рождения вас? Ну, тут вам не говорят, как поздравить. Так как считает нужно поздравить свою любимую женщину. И в то же время, видите, это тайна, это секрет. Зачем вам рассказывать? Это секрет. Но поздравить так, как он поздравил бы свою любимую женщину, значимую женщину, которая для него очень-очень много значит. Как-то вот так вот он поздравит. Что-то приятное будет издалека. Что-то, не знаю, что. Не показывает предмет, на что именно. Что-то приятное. Издалека вот. Нет, он уже придумал. Может, еще не придумал? Нет, придумал уже. Он уже что-то придумал, что-то может быть связано с финансами, какой-то дорогой может быть подарок для вас. Вот. Ну, он придумал, да. Это какой-то подарок не как в прошлом, а что-то новенькое он как будто придумал. Не так, как раньше. Ну, как будто он раньше не дарил вам такой подарок. Вам раньше он не дарил, а сейчас подарит. Вот что-то новое он придумал. Это чувственное, возможно. Ну, что-то вам понравится, должно понравиться. Он так решил, он много думал, он решил, что это вам понравится. Вот. Что вы будете очень довольны. Как-то вот так вот. Чем-то связано с кубками, с водой, не знаю, что это. Как будто это может быть то, что, знаете, то, что для души, то, чем вы занимаетесь, то, что вам нравится. То, что вам нравится. Говорит, что вам понравится. Обычно деньги дарят. Ну, какой-то финансовый подарок. Может быть и деньги, чтобы, может быть, чтобы вы купили то, что вам нравится. Да, хочет приехать, но тяжело. Видите, хочет очень приехать, но опять же не выходит пока что приезд. Что это тяжело очень. Да, это что вы на расстоянии. Еще какое-то время это продлится, да. Тут не показывает, что он подарит деньги, тут показывает, что он подарит что-то такое, что вам понравится. И почему-то кубки выпадают. Кубки это как раз эмоции, эмоционально вам понравится. Я не знаю, что. Не показывает, что там именно финансы. Может быть, что-то связано с вашей деятельностью. Может быть, да. То, что вы любите, то, что вот. Ну, это сюрприз. Карты вообще там не говорят, мол, ну, то есть это сюрприз должен быть как бы вот.
Говорят, да, ничего, ну не говори. Нету. Нет, нет, закрыто, закрыто, закрыто. Да. Главное, что думают и планируют. Да, думают. Как будто вам это понравится. Опять кубки выпадают. Ну, он так решил, он так думает, что вы будете довольны. Ой, что он еще думает о вас? Сразу две карты вытащила. Что он еще думает о вас? Что вы пара, что вы понимаете друг друга, что вы чувствуете друг друга на расстоянии. Вот как вы его чувствуете, так он вас чувствует. Вы как единое целое. Вот вы как вот жидкость, вода. Вот вы вместе, даже на расстоянии вы друг друга чувствуете. Вы чувствуете ощущения друг друга, вы чувствуете эмоции друг друга. Вы очень эмоциональны оба и чувствительны. Сильная ментальная связь. Ну вот так, да, так и есть. Ну как единое целое просто, вот все. Да. И он настроен серьезно, на серьезные отношения настроен. Заранее какой вопрос зададим? Бывает, да, бывает, знаю. Бывает просто, думаю, надо посмотреть, потому что это как бы идет само. Но здесь так вот. Очень хотел бы шанс встретиться, конечно. Очень о будущем много думает. Видите, очень много думает о будущем, чтобы шанс выпал вам, чтобы все получилось. Видите, переезд, и поездка, и все как вы хотите. Прям вот ищет все шансы и возможности, да, чтобы светлая ваша, чтобы ваша мечта сбылась, чтобы как вы хотите. Опять карта официальная выходит, выпадает, что пока невозможно, да, но нет, его расстраивает. Его расстраивает, что вы официально не можете расписаться еще вчера, например, уже. То есть давно пора. Его расстраивает. Официально очень хотел бы роспись официальную. Стабильные отношения очень хотел бы. Ребенка очень хотел бы. И вот так вот. Малыша маленького. Давайте посмотрим подсказку. Подсказку вам, Анетта. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Все получится. Смело воплощайте. А что бояться-то, да? Берем и делаем. Благодарю вас. Вас тоже благодаря. Спасибо, что пришли на эфирчик. Давайте сейчас обновлю донатики, посмотрю. Это потом в чат загляну. Та-дам. Все, чат у меня работает теперь и там вообще супер. Благодарю вас, Анет, за ваш вопросик. Так. Марина, пауза или конец? Виталий и Марина. Так, это у нас вопрос за донатики. Подсказку, Марина. Подсказку я вам давала, Марина? Я не помню, чтобы я Марине давала подсказку. Давайте подсказку для Марины. Для Марины подсказка. Поверьте в свои силы. Здесь такая подсказка. Я, по-моему, смотрела или не смотрела? Нет, тут больше не было. Пауза или конец? Ну, блин, поверьте в свои силы. Не знаю, видите, поверьте в свои силы. Переложите на свой вопрос. Поверьте в свои силы, Марина. И вот еще мечтайте и действуйте. Ваше желание обязательно сбудется. То есть, если вы хотите помириться, вы, скорее всего, помиритесь. Вот. Так. Риша, вопрос за донатики. Все подсказки ответила. Все подсказки ответила, все вопросы ответила. Вот. Общие раскладики были, если что, там прокрутите, посмотрите.
У нас было несколько общих раскладиков. Ой, тут что-то тут случилось со стримом. Так, или я что-то нажала. Я надеюсь, все нормально. Потому что у меня почему-то на компьютере одна скорость, я себя смотрю, а на телефоне почему-то тормозит. Ну, задержка какая-то. Хотя у меня написано, что без задержки шло. Я не знаю, что такое тут. Тормозит немножко. Ну что, вопросики все ответила. Донатики ответила. Давайте тогда будем прощаться, наверное, до следующей недели. Следующий эфир будет 21:30 по московскому времени в субботу. Может быть, эфир будет раньше, поэтому нажмите на колокольчик обязательно. Подпишитесь на колокольчик, нажмите, да. Тогда вы сразу узнаете, когда эфир, потому что у вас сразу придет оповещение, что здесь кто-то вышел в эфир. Не хотите ли зайти на эфир? Вот, ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Приходите, подсказки у нас бесплатные. Вот, вопросики там за донатики. Так что так. Все, вас всех буду обнимать. Всех обнимаю вас. Пусть у вас будет все хорошо. Буду заканчивать эфир. Встретимся теперь на следующей неделе. Встретимся в следующую субботу. Все, пока. Так. Сейчас буду искать, как всегда, кнопку.